На первом этапе, когда вы были маленькие, действительно, именно психология была на первом месте, и она как бы вас сломала. Но сейчас во взрослом возрасте вас ломает и переводит в тревогу, депрессию, комплексы и так далее. Уже не проблемы в голове, а застрявшие импульсы и незавершенные психоэмоциональные рефлексы в теле. То есть, простыми словами, ваша проблематика здесь и плохие мысли, которые вас разрушают вашу жизнь, они доходят сюда, они рождаются здесь. А рождаются они в теле на уровне поверхностной фасции. Данная серия номер 5, но вы можете начинать прямо сейчас, а потом задним числом уже пересмотреть все оставшиеся серии. И вот в прошлой 4-й серии мы говорили о поверхностной фасции, а сейчас мы переходим на глубинную фасцию. Итак, поехали. Буквально в 2 словах напоминаю. Вот он, человеческий корсет, наш скелет. Если мы добавим сюда наш мышечный корсет, то получится уже что-то более похожее на тело человека. И вот сверху вот это все мясистое наше тело покрывает вот такая пленка. Она называется поверхностная фасция. То есть эту пленку сверху уже покрывает кожа, и мы получаем того человека, как вы есть, как я, как вы и как все люди. То есть об этом мы говорили в прошлом занятии. И мы остановились, что вот эта поверхностная фасция, она очень такая динамичная. И на ней вот любые психологические проблемы, физические, они сначала оседают именно на ней, и затем прорастают вглубь нашего тела, вплоть до костного уровня. А вот что такое глубинная фасция, какие у нее функции, как она выражена в теле, вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, глубокая фасция, в свою очередь, образует плотные оболочки вокруг мышц, сухожилий и костных структур, обеспечивая механическую стабильность, координацию движений и передачу усилий. Она обладает большей плотностью, меньшей подвижностью и ориентирована преимущественно на поддержание структурной целостности и функциональной эффективности опорно-двигательного аппарата. Реакции глубокой фасции, как правило, развиваются медленнее и носят более устойчивый характер. Переведя на простой человеческий язык, я бы мог подытожить так. Вот есть 2 типа фасций – глубинная и поверхностная. Так вот, вот эта глубинная – это само слово глубинное, то есть оно в глубине нас. Это какие-то внутренние конструкции вот туда, куда уже твои пальцы проникнуть не могут. То есть глубинная фасция, она реально такая жесткая, опорная. То есть с ней как раз таки и работают именно специалисты, которые работают с телом. То есть различные остеопаты, там, рольфинг-специалисты и так далее. Для нашего вот понимания, для нашей концепции существует как бы только 2. Вот глубинная – это куда мы руками дотянуться не можем. И поверхностная, как раз с которой мы и можем работать. Так вот, эта глубинная, она несет прежде всего в себе именно физиологическую составляющую человека. Его здоровье, его самочувствие, в какой-то степени его осанку. То есть вот эти вот все моменты. А поверхностная фасция, она несет в себе именно психологию, она несет в себе подсознание. Понимаете, ребята? Вы на данном эпизоде уже должны потихонечку складываться должна картина. Ага, вот о чем Александр говорит и твердит. Вот почему это не похоже на все остальное. Потому что все знания, которые существуют, они в основном идут про глубинную фасцию. И в основном про механическую работу ради того, чтобы достичь именно каких-то результатов в теле. А поверхностная фасция, она работает совершенно по другим законам, она имеет другие свойства, и воздействовать на нее, как на глубинную, не получится. Потому что, смотрите, вот, допустим, мы берем наш живот, да? Если вы будете воздействовать по принципам, которые существуют в висцеральных практиках, то что вы будете делать? Вы будете брать свои руки и их упирать, мягко или более грубо, это уже зависит от специалиста, но в целом, в любом случае, вы будете брать свои руки, свои пальцы и давить вовнутрь. То есть вы будете работать не с поверхностным слоем, а вы именно будете вот туда вот вовнутрь загибая, и там пытаясь нащупать какие-то спайки, какие-то вот отклонения, напряжения. То есть вы будете идти вовнутрь и пытаться внутри там уже как-то воздействовать на связки внутренних органов и так далее, и так далее. В свою очередь, то, о чем говорю я, работа с поверхностной фасцией, подразумевает совершенно противоположные вещи. То есть, условно говоря, нас интересует именно вот этот поверхностный слой фасции, то есть, по сути, который находится на границе с кожей. И поэтому наше воздействие будет происходить не вот так вот туда вглубь, а по этой самому минимальному верхнему уровню, который вообще все игнорируют и даже не знают, что он существует. И так как нам нужно воздействовать на этот уровень, а любыми движениями, которыми вы будете как бы давить вот сюда, вы будете идти вглубь, в глубинную фасцию, то, соответственно, если нам нужно в противоположную сторону, то что логично будет делать? То логично будет идти не вовнутрь, а отсюда наружу.
наружу, понимаете? Вот на таком принципе это и основано. То есть мы захватываем минимальный вот самый уровень, буквально, не знаю, в 3-5 миллиметров, и резкими, быстрыми движениями поступательными мы идем под 90 градусов вот туда. То есть я вам сейчас не показываю практику, я вам объясняю фундаментальные вещи. Этот сериал, вот этот научный труд «Нейрофасциальная модель поведения человека» посвящен тому, что, условно говоря, если меня не станет там через год-два, чтобы это наследие осталось как открытие, и любой человек мог посмотреть и понять: ого, человечество открыло это, и могли уже дальше развиваться. То есть цель этого всего заключается именно в этом. То есть чтобы теоретически объяснить, как эта вся структура работает, кто такой человек, какое у него правило взаимодействия психики, физики, эстетики. Вот эти все вещи. То есть практическая часть, она тоже существует. И на моем канале даже есть, вы можете открыть, вот есть непосредственно видео, которое посвящено проработке зажимов живота. Это видео прям взято, это видео вроде бы занятие номер 12, прям из моего проекта «Код фасции», который непосредственно вот эти все знания в теории, сложные и трудные, там объясняются на человеческом языке, человеческими прям вот поставь сюда руку, сделай вот так, проверни вот сюда, вот с таким-то повторением, столько-то времени. Вот, то есть, понимаешь, система. То есть эту систему я здесь объясняю и облачаю вот во всей широте, а там непосредственно на практике мы берем человека, он приходит на обучение, индивидуальное обучение. В команде сижу я, Ирина, моя правая рука, и наш эксперт, человек, который уже несколько лет тоже в теме, второй человек после меня, кто разбирается также в концепции. И то есть мы вместе тебя берем, ведем, показываешь, как ты делаешь, мы тебе объясняем, что правильно, что неправильно. То есть, понимаешь, это профессиональное обучение, индивидуальное, настоящее обучение, вследствие которого человек получает конкретный результат. Я даже скажу больше, он может закончить тариф профессиональный и использовать, получить от меня разрешение на использование этих знаний в своей деятельности. Ну да ладно, мы отошли от темы. То есть, вот она, глубинная фасция, поверхностная фасция. И вот суть заключается в чем не понимает вот мир, психологи, вообще вот картина мира нашего, в чем ошибочно. Что люди не понимают, что мозг, он не поломан, он не делает что-то плохо. Он не то, что, знаете, вот типа в детстве получил психотравмы, какие-то неправильные понимания и теперь чисто гонит в ошибки. Нет, он выполняет то, что ему говорит импульс, который приходит из тела, из фасциальной ткани. То есть мозг чаще всего, он работает не в режиме генератора, то есть он не выбирает, что ему делать, а он работает в режиме анализатора. То есть из вашего тела, из вашей фасциальной ткани импульсы, так называемые афферентные сигналы, они идут в ваш головной мозг. То есть вы сидите на кресле, расслаблены у себя дома. Вроде бы сознательно мозг смотрит по сторонам, все хорошо. Но подсознательно, то есть на уровне вот этих импульсов в голову постоянно приходит мысль: напряжено, тревога, опасность. Мозг смотрит по сторонам, не понимает, где опасность. Но он не может игнорировать вот этот фактор, потому что афферентные сигналы — это те сигналы, которые, например, если вы взяли горячую чашку, рука обожглась, и она на уровне рефлексов срабатывает, понимаете? Потому что это как бы наше выживание, оно на уровне, у нее очень высокий приоритет к действию. И получается такая картина, что с одной стороны сознательно мозг понимает, все хорошо вокруг, какое-то гонево. Но с точки зрения тела, подсознательно и вот этих афферентных сигналов, к нему приходит вот эта вся опасность, напряженность, страхи, стыд и так далее. И он принимает решение такое же, которое, например, принимает чиновник, который сидит где-нибудь там в канцелярии. Он берет как бы это и такой: ну ладно, вроде бы вот заявки как бы идут, давай-ка мы просто отложим вот фондовым куда-нибудь сюда, чтобы не совсем удалить, выкинуть это все, а немножко как бы понаблюдаем, что будет происходить. И по факту ты так и находишься, то есть ты не бегаешь прям в панике, в дикой. Нет, но ты и не расслаблен, то есть ты в ожидании вот этого чего-то, потому что импульсы приходят, опасности, и вот ты вот в этой как бы мобилизации к этой опасности и находишься. А на самом деле это просто как бы, скажем так, фейковые сигналы. Они срабатывают вследствие того, что наша психика работает на таком механизме, что когда ты испытываешь какой-то дискомфорт, стресс, страх, то есть все то, что как бы тебя подавляет психологически, наше тело, вот это вот именно поверхностная фасция, она вследствие своего устройства, своего функционала, оно напрягается в ответ на что-то вот такое неприятное, дискомфортное, опасное. И, соответственно, в 5-7 лет, будучи еще слабым ребенком, ты получил какую-то перегрузку, то есть пере того, что ты мог переварить. Соответственно, вот это вот пере, это и называется психотравма. И ты как бы застрял в этом состоянии, то есть твое тело не разомкнулось обратно.
А так как в нашем теле вот пролегает вот эта вот паутина нервных окончаний, а они проходят внутри фасциальной ткани, то просто представь, вот здесь вот проходят нервные окончания, а их пережимает эта пленка и зажимает. И все. И получается эффект отсутствия нейрофасциальной проводимости. То есть, условно говоря, нарушается связь между участком тела и головным мозгом. В результате чего головной мозг не может вмешаться, чтобы починить там состояние здоровья какого-то органа, не может вмешаться, чтобы вообще нейтрализовать эту ситуацию, а в свою очередь этот зажатый участок постоянно орет сигнализацией, что опасность, стыд, страх и так далее. И то есть ты застреваешь навечно жить в этом состоянии. То есть другими словами, вот все, что я перечислил, очень-очень грубо и очень-очень быстро за 5 минут, это и есть истинная настоящая психология, это и есть то, о чем я говорю, это нейрофасциальная модель психологии. А теперь просто мне скажите, пожалуйста, где в этом всем место разговорам? Вот просто вот то, что я вам рассказал. Физиологические процессы. То есть, условно говоря, у вас чешется рука. Вы ее что, чешете что ли силой мысли? Типа рука, почешись. Или вы идете разговаривать с психологом и говорите, ой, у меня чешется левая рука. Или вы идете к другому человеку и начинаете разговаривать, а когда впервые у вас почесалась левая рука? А у мамы вашей чесалась рука? А что в детстве было? То есть это абсурд. Это дикий абсурд. Потому что человек — это биоробот, срабатывает все непосредственно здесь, то есть чинится прямо на уровне вот этой поверхностной фасции и перестает срабатывать на уровне мыслей и на уровне сознания. И результат за счет этого получается не от терапии к терапии, шаг вперед, шаг назад, а скачкообразный и быстрый. То есть это больше похоже на то, что ты взял штекер и включил его в розетку. И то есть два состояния. Либо штекер высунут из розетки, и тогда ты болеешь, тебе плохо, напряжение, перекосы, вот это все. Либо ты всунул, восстановилась связь, и организм сам приходит в состояние вегетативного баланса. То есть, если посмотреть в самую-самую глубь, то заблуждение первичное еще идет тогда, когда человек вследствие своей гордыни, человечество в целом, вследствие своей гордыни подумало, что организм несовершенен, что Творец создал какую-то шляпу, а вот мы можем создать великое, мы там лезем в тело, пластические операции, вставляем всякую херню в себя, пичкаем себя этой химией, которая не существует просто даже в таблице мира. То есть нет такого ингредиента в мире. Понимаете, что такое химия? Это значит то, что Творец такого не создал, такого в жизни нету. То есть это просто искусственная химия, созданная вот этими страшными людьми. Потому что эта штука не опознается организмом. И оно не задает ему, знаешь, такой, типа, не дает ему выбор, как организму делать. Она его просто берет и заставляет. То есть опустить давление, поднять давление. То есть оно не срабатывает, как, знаете, как природа, мягко и аккуратно. И организм сам ищет баланс. А эта штука влазит. А я, в свою очередь, всегда за то, что только исключительно то, что дано нами, вот нашей силой, мирозданием, Творцом, Вселенной, как угодно, то есть то, что реально существует в мире, и наше устройство организма является идиллией, самой лучшей комбинацией из всего. И проблема лишь в том, что мы как раз-таки нашим уродливым миром социальным, нашим неправильным образом жизни, нашим каким-то безумием, когда мы сидим там по 10 часов в телефоне, нашими какими-то войнами, где мы сами сходим с ума. Вот это все выводит из строя наш организм, который является идеальной машиной, биомашиной, биобожеством, понимаете? И то есть наша задача лишь создать условия для возвращения этой машины в идеальное состояние, так называемый вегетативный баланс. А этот баланс, он находится не в нашей голове на уровне мыслей, а первично вот сейчас, когда ты уже сломан, ты взрослый человек и ты сломан, тебе нужно сперва в теле убрать вот эти участки, пережатия, которые и заставляют тебя физически, хронически находиться вот в этом структурном измененном состоянии. Потому что существует два совершенно разных явления в теле, которые опять же путаются практически всеми специалистами и всеми там дисциплинами. То есть существует напряжение в теле, то есть как дисфункция, как функциональное нарушение, напряжение. А существует структурное изменение тканей, так называемый зажим, нейрофасциальная капсула. То есть это участок тела, который прямо на уровне физики, химии, понимаете, он состоит из другого. Он менее как бы водянистый, менее эластичный, менее гибкий, более засохший. Там не проходит сигнал нервной системы. Это как бы совершенно разные ткани. Это вот как допустим, резина и золото. Это два разных вообще состояния мира, состояния тканей. Вот то же самое и здесь. И если напряжение, оно может
расслабиться вследствие, например, массажа там, или остеопатии. То есть ты можешь воздействовать на тело, давая ему возможность вернуться в нормальное состояние расслабленности. Но это доступно только тогда, когда не зашло слишком далеко. А все те люди, которые вот смотрят сейчас вот это вот видео, которые вообще ищут этот вопрос, это не те люди, у которых не зашло далеко, иначе бы у вас не было просто такого запроса и боли. Вы бы сходили куда-то бы на массаж, стали чувствовать себя потрясающе, и больше вам ничего не надо. Но вы же ищете, потому что вы живете как бы не свою жизнь, вам плохо. У вас накрученные мысли, навязчивые мысли, какая-то тревожность, напряжение, комплексы. Вы живете не свою жизнь. Вы как бы слышите постоянно этот голос ограничивающий. Нельзя, ты недостоин. То есть вот вы как бы прям ощущаете вот это вот все внутри вас. Оно как бы вам не подчиняется. И, конечно же, это говорит о том, что эта сила как бы работает отдельно. И когда вот вы с этой проблематикой идете в психологию, то вас учат не убрать вообще отсутствие вот этого всего как бы давящего прогона, а вас как бы учат примириться с этим и жить относительно качественно, обладая вот этим уродством. То есть типа, как взаимодействовать с этим уродством, чтобы не испортить свою жизнь и жизнь окружающих. А я говорю о том, чтобы этого уродства просто не было. Потому что это же так супер логично, вот подумайте. Вот, например, я живу жизнь, у меня этого прогона нету, а у вас этот прогон есть. Так это говорит о том, что это не по умолчанию у всех людей так, а это именно какая-то ваша персональная поломка. А раз это ваша персональная поломка, и у вас ее не было, а она появилась, значит, все, что-то появилось, оно не может как бы исчезнуть никуда. Это закон просто сохранения энергии. Оно все имеет свою форму и свое наличие. То есть, значит, можно воздействовать куда-то, чтобы вернуть к первосостоянию, к первоисточнику. То есть, вот это и есть нейрофасциальная модель. Мы работаем именно с первопричиной, которая и воссоздает весь этот комплекс дальнейших компенсаций, уродств и так далее, и так далее. То есть, понимаете теперь, друзья, что существует как бы вот в нынешнем мире либо работа с глубинной фасцией, как бы с телом, остеопатия, рольфинг, мануальные практики, висцеральные практики, либо существуют разговоры, то есть вербальная психология, а посередине этого всего находится нейрофасциальная модель, которая не разговаривает и не работает с глубинными структурами тела, а работает с поверхностной фасцией, тем самым воздействием на слой, куда оседают эти застрявшие импульсы и эти незавершенные психоэмоциональные рефлексы. И таким образом мы закрываем психологию. И так как наше устройство организма заключается в том, что сначала с поверхностного слоя прорастает вниз, таким образом мы закрываем нашу физику, то есть наше здоровье, и нам не нужно воздействовать вот туда, ломать, хрустеть кости, ты сам встанешь в это состояние. Потому что вот наша поверхностная фасция, она, представь, вот если она вот где-то здесь тебя стянула, она тебя вот так вот перетягивает вперед. И ты сколько не распрямляйся, если ты будешь противоречить вот, как бы вот этому состоянию, то тебя будет давить вот здесь. У тебя будет как бы вечная борьба и дисбаланс в теле. А когда ты убираешь вот под свой пиджачок, тебе становится легко внутри, фасциальный костюм, он все, тебе достаточного размера, так ты как бы находишься комфортно внутри по тому параметру, какой задал тебе Творец для твоего тела, для твоей психики, для твоей как бы первоначальной конструкции. А так как наша внешность человеческая в принципе задана такими двумя слоями, как поверхностная фасция и кожа, то есть убери это, и мы превратимся во что-то очень страшное и мясистое, как фарш. То есть то, как мы выглядим, степень натяжки, степень блеска кожи, степень этого всего, это и есть связь кожи и поверхностной фасции. Но так как они слеплены, и по сути проблема их заключается тогда, когда перестает между ними быть какое-то движение тканей, они как бы прирастают, зажимают нервные окончания и перестают получать питание, вообще перестает обслуживаться так, как надо эти участки тела. Образуется дряхлость, падение качества кожи, визуала, то есть морщины. Это все вот, у меня есть ролик на канале, посмотрите, я там говорю про морщины один ролик, про целлюлит другой ролик. Именно с позиции вот этой нейрофасциальной модели. Я объясняю, как это происходит, потому что у вас, понимаете, друзья, у вас фрагментированное мышление. То есть ваша главная задача вот в этих сериях, в этом сериале, вам нужно понять, что человек един, не просто понять на уровне слов, а понять, что это и есть об одном, что вот эта фасция, она, если рассматривать ее как психология, она является вот этим источником застрявших импульсов. Как тело физическое, оно является слоем, который не дает встать правильно мышцам и связкам, и то есть оно перекашивает. Как эстетика, то есть оно слепляется с кожей, теряет свою эластичность, теряет свое качество, теряет питание и становится, естественно, такой, как завядающий цветок. И то есть нету этого различного косметологии, психологии и физиологии, здоровья, медицины. Нету, это об одном, ребята. И вот когда вы приходите на код фасции на обучение, на мой проект, то там первые 3 занятия целиком прям посвящены такому понятию, как «а что такое здоровье?».
А что такое болезнь? А как это происходит? А из чего состоит человек? И не в том плане, что кости, связки, нет, а именно как он устроен. Потому что где инструкция по применению, понимаете? То есть вы даже пылесос купите в магазине, вам выдадут инструкцию по применению. Но вы родились человеком, и вы не понимаете свой функционал, возможности, как этим использовать, от чего ломается, как это связано. То есть это первичное, самое важное, что нужно, вот этот вот функционал соединить вместе и увидеть человека как единую систему. Психика, физика, эстетика. Ага, увидел, все. И становится уже дальше, эта информация ложится уже не просто отдельными кусочками, а именно конкретно единой картиной мира. Хорошо, давайте уже пункт 1.1 закончим сегодня до конца, и уже потом на следующем серии пойдем дальше. Несмотря на функциональные различия, поверхностная и глубокая фасции находятся в постоянном взаимодействии. Изменения механических свойств поверхностной фасции могут со временем передаваться на более глубокие уровни фасциальной системы, вовлекая мышечные и связочные структуры. То есть это то, о чем я вам и говорил. То есть сначала идет поверхностная фасция, а затем глубокие слои. И оно как бы прорастает вот так вот, таким образом. Соответственно, выход из этой ситуации точно так же работаешь с поверхностной. И знаете, это даже, как скажу, на практике как происходит. То есть ты прорабатываешь сперва вот этот поверхностный слой, ты проработал, а через неделю ты чувствуешь, как вот это вот изнутри напряжение, оно как бы поднялось вверх, как поплавок. И ты прорабатываешь вторично. И так постепенно оно все легче, легче. И там на третью, четвертую проработку все, закончилось. То есть это место превращается в абсолютно живое, первоначальное, функционирующее. И ты чувствуешь его совершенно по-другому. Оно как бы живое, оно есть. От него не давит, от него нет напряжения, стресса. То есть ты как бы чувствуешь живость. Ты чувствуешь этот участок тела, и он прекрасен, он комфортен. То есть вот сейчас, если ты... Давай попробуем сейчас поиграть в такую штуку. Смотри, давай сделаем прям так. То есть возьми, сядь, вот таким вот образом ровно. Возьми. Вот так вот сядь, руки ты немножечко вот разверни. То есть не вот так вот завернись, как, знаете, как раб, а вот наоборот, немножко вот так вот разверни. Сядь таким образом. Шею вот как бы назад, все, грудь как бы колесом, комфортно. Все, сядь. И почувствуй вот искренне. Во-первых, ты просто хотя бы... У тебя есть тело, друг, у тебя есть тело. Посмотри, почувствуй, в каком оно сейчас вообще состоянии находится. Что там внутри происходит. И, скорее всего, ты почувствуешь так, что, во-первых, тело как бы такое забитое, немножко напряженное. А во-вторых, буквально через какие-то 30 секунд, как ты посидишь, ты почувствуешь, что, ой, где-то вот немножко тут давит, где-то вот тут тянет, где-то вот тут чувствуется тяжело, где-то еще что-то. Какие-то вот начинаются проявляться вещи, которые неверно у тебя работают внутри. А вот получается, я вот так вот могу сидеть, я в таком положении могу сидеть, я не знаю, сколько угодно, сутки. Я не знаю, сколько, я не буду говорить сколько. Типа, мне очень комфортно, я про то, что мне очень хорошо, мне нигде не давит, не тянет, мне супер комфортно. Понимаешь? И, соответственно, это такой самый вообще простейший тест на то, что как бы происходит как не в порядке. А теперь, когда ты вот ощутил и понял вот эту штуку, типа, да, вот тут тянет, вот тут что давит, вот тут что-то не то. Теперь следующий уровень, ты должен понять, что не бывает такого, что давит просто в теле. Мы же говорим о том, что психика, физика, эстетика. Это значит, что поломка вот в физическом где-то давит. Это означает на психологическом зажим, то есть ограничение какое-то в твоем поведении, в действии, какое-то уродство, какая-то психотравма, какая-то застрявшая боль, понимаешь? Это одно и то же. То есть это не то, что вы думаете, это болит, потому что там в неверной позе сидел или там сумку тяжелую таскал. Это вы как бы уже себе объясняете, потому что живете в таком мире, в котором вам как бы говорят вот так, что у нас физическое доминирует над тонким, над душевным и психологическим. Поэтому в нашем мире никогда не говорят, что твоя причина здесь находится, там, условно говоря, в страхе того, что ты там за будущее боишься. Так не говорят, не разговаривают. У нас говорят, что типа вот отдельно тело, и даже в рамках этого тела тебя пошлют в определенный кабинет, именно там к невропатологу, и ты пойдешь туда, и тебе будут тыкать иголочкой, как на уровне чувственность, есть у тебя или нет. Они не будут понимать, откуда взялась вот эта причина. Они могут назвать это грыжей, но они не понимают, что это не грыжа сама по себе, а следствие того, что идет компенсация постоянно в этом месте из-за того, что у тебя есть на животе зажимы, обиды на мать. И то есть это сплетение просто вот таким образом перекрутило и дало вот в эту точку. Эту точку постоянно пережимает, хрящи уже там атрофировались и пробились. Все, пошла туда грыжа. А ты думаешь, что у тебя там грыжа именно постоянно, вот как бы в ней причина. А ее вообще как бы, как только ты бы убрал отсюда, здесь бы автоматически восстановилась бы за какие-то там буквально пару недель, понимаешь? А ты можешь с этой грыжей проходить 20 лет с постоянной болью и с блокадами, которые... Что такое блокада вообще? Блокада. Это постоянно у них. Я пошел зуб пролечить. Ага, зуб пролечить — это значит убить нерв.
Блокада — это значит убить нерв в спине. То есть от того, что ты будешь разваливаться, хрен с ним, зато ты не будешь чувствовать. И так практически все. Вот и все лечение заключается в том, чтобы убить, чтобы ты не чувствовал. Ну то есть это же, ну хватит уже в этом варварстве жить. 21 век, давайте как-то эволюционировать. Хорошо, идем дальше. Однако важно подчеркнуть, что первичный импульс фасциальной адаптации, как правило, возникает именно на уровне поверхностной фасции, тогда как глубокие слои включаются вторично в рамках компенсаторных и стабилизирующих процессов. Это именно то, о чем вот я вам сегодня уже много-много раз говорил. Данное различие имеет принципиальное значение для понимания механизмов хронизации напряжения и формирования устойчивых дисфункциональных состояний. Опять же, это то, о чем я вам и говорил, что важно понимать, откуда это берется, а не работать с конечным звеном и думать, что здесь проблематика, а на самом деле это как бы, ну, получается последствие, симптом, и никто не работает с первопричиной. Поверхностная фасция, обладая высокой пластичностью и сенсорной чувствительностью, способна длительно удерживать измененное функциональное состояние, которое при отсутствии своевременной разрядки может постепенно распространяться на более глубокие уровни фасциальной системы. То есть, опять же, это то, о чем я вам сегодня говорил. То есть сначала идет функциональные изменения, то есть напряжение, функциональные изменения на поверхностном уровне, то есть напряглась фасция. Но из-за того, что она не расслабилась, а вот напряглась, второй стресс, третий, четвертый, вас психологически затюкали, то есть все, ткань уже осталась именно вот в этом состоянии на хронике. То есть происходит структурное изменение. И внутри тебя уже вместо расслабленного такого качественного участка тела происходит вот такая кракозябра. И то есть, ну неужели ты не понимаешь, что, ну типа вот, смотри, вот ты видишь разницу между вот так вот ладонью раскрытой и вот таким вот кулаком? Ну это же разница, просто земля и небо, очевидная, сумасшедшая, да? А теперь еще представь, что вот эта ладонь, в которой вот так вот проходят проводки, и оно так спокойно течет, здесь кровь течет, здесь лимфа течет, здесь нервное окончание, идет процесс иннервации, а потом хренакс, и это все просто передавило. Ну, конечно же, будет коротить, будут поломки, это и называется болезнью. Это же супер логично, как это можно не понимать? Как можно думать, что это просто как бы какое-то напряжение, которое как-то отдельно от нашего тела, а болезнь отдельно, а психологический невроз отдельно. Так это одно и то же. Что такое невроз? Это как бы и есть какой-то застрявший импульс, который постоянно подает в мозг и неадекватен реальности. Отсюда и твое неадекватное поведение, а не просто что-то там в мыслях отложилось не так. Заканчиваем, хорошо. Таким образом, разграничение поверхностной и глубокой фасции не является чисто анатомическим, а отражает иерархию фасциальной регуляции, в которой поверхностный слой выступает первичной зоной реакции и фиксации адаптационных процессов, а глубокая фасция вторичным уровнем структурной стабилизации. То есть здесь динамично на поверхности, быстро меняется, быстро состояние, вид, все. А глубинная, она как бы долго запрягает, но если уже изменилась, подстроилась, то она уже, знаете, вот такая вот статичная, она как бы такая вот грубая. То есть здесь быстро, легко изменить, и за счет этого и получается эффект 20% усилий, 80% результата. А здесь наоборот, то есть здесь это уже как бы вот так состоялось, и она такая тяжелая, и в изменение тяжелая. И если ты еще пропустил поверхностный уровень, а сразу туда, так она вообще как бы не хочет практически меняться. Очень маленькими шажками, еще постоянные откаты. И ты вот это вот с этим мучаешься, тюкаешься, по миллиметрику вперед идешь, вместо того, чтобы просто хоп, поверхностный слой, оно поднялось, хоп, срезал второй раз, поднялось, хоп, как грибочки, понимаешь? И все, ты уже собрал свой урожай, то есть ты, ну, эффективность просто в разы и скачкообразная, еще раз говорю. То есть ты сегодня сидишь вот с такой проблематикой, завтра бац, и у тебя не то, что это проблематика, а ты вот тут сразу, то есть у тебя как бы ты не понимаешь даже, что тебя могло смущать вот в этом поведении, как ты раньше не мог так поступить, почему ты не мог там позвонить, почему ты не мог отказать, ты как бы не понимаешь, потому что настолько быстро это происходит, что тебя, как знаешь, как подменили. То есть вчера ты еще парился и не мог, а сегодня ты можешь не то, что как бы вот, типа, превознемогая, как-то себя уговаривая, а то есть просто легко, бац, и сделал. И такой думаешь, это что, я 20 лет жил вот так вот, не мог и так тупил? Типа, что со мной было, почему так? Вот эта вот нейрофасциальная модель, вот таким образом она работает. И финальное. Это положение создает важную теоретическую основу для дальнейшего анализа роли фасции в поддержании устойчивых психофизиологических состояний и обоснования направленного воздействия на поверхностный фасциальный уровень, что будет подробно рассмотрено в последующих главах нашего исследования. То есть это только начало, ребят. Это 13-я страница. В труде 99 страниц. И мы с вами это пройдем от начала до конца. Я вас проведу по этим аллеям этого нейрофасциального мира, что вы после этого не сможете просто глядеть на этот мир по-старому и вообще воспринимать вот эту вот разрозненность. То есть вы будете, как я, видеть в этом абсурд,
театр абсурда, то есть какой-то цирк, какой-то, знаете, вот какой-то бред, то есть какой-то сюрреализм. То есть такого быть не может, что 8 миллиардов человек и не понимают это все. Но вот это реальность такая. То есть вот так, это действительно так, ребят. Потому что я считаю, как бы, почему это так. Вот если вам интересно мое мнение, такое буквально пару минуток моего мнения. То есть я считаю, это связано с тем, что структура системы это как огромный такой лайнер, понимаете, вот, который такие размером с небоскреб. И вот он плывет еле-еле. То есть там типа тонны. И вот это вот огромное, уже даже нельзя сказать корабль или лодка, этот город плавучий, набитый вот этим всем, он не в состоянии изменить свой курс резко. Во-первых, потому что, а что ты будешь делать со всем тем, что специалисты сделаны, университеты этому обучают, то есть как бы конкретные интересанты этого всего есть, то есть конкретные фонды, гранты и так далее, то есть у них как бы свои еще интересы в этом всем. Плюс как бы люди отучились, и их нельзя как бы так кинуть через бедро, да, типа, ой, извините, ребята, все не то, все по новой, давайте заново. Нет, как бы, понимаете, да, оно может только вот так вот маленькими движениями. А когда ты как бы идешь маленькой такой группой, как наш исследовательский центр, то есть это буквально я как центр, как основатель, оп, и мы сразу же чух повернули. То есть это как, знаете, как капитан и буквально боцман, бац, мы развернули курс и плывем. Нам легко проверить, легко как бы изменить вот этот весь паттерн, потому что мы ничем не зависим. Мы не сидим на какой-то зарплате системной, мы никому не должны, никаким грантам, ничего. То есть мы сами по себе. И, соответственно, мы как бы вот этого квадратного мышления не имеем. Если я что-то вижу, что здесь какой-то абсурд, я сразу же это тут же пробую. Если я вижу, что это срабатывает, я пробую еще, на мальчике, на девочке, на этом, на мужчине, женщине. Бац, все сработало. Камон, это работает. Дальше я уже задним числом начинаю думать в рамках концепции. Если сработало вот это на практике, у человека какие-то изменения, почему так могло быть? Все, потому что. Пазлик вошел в структуру, все работает как надо. То есть именно таким образом за 10 лет я открыл все эти знания, которые есть. А знания на самом деле, ребят, знания гениальные. Я не претендую на то, что я гений. Я претендую на то, что знания гениальные. Потому что гениальность это что? Это выходящее за рамки того, что существует, как бы опережающее. Вот это так и есть. И по факту я это все изобретал не для того, чтобы изобретать и там менять мир, спасать мир. Я это все изобретал для того, чтобы себя спасти. То есть это моя судьба, моя жизнь. То есть я сам не мог жить нормально, понимаете? У меня хронические боли в теле, у меня тревожность, деперсонализация, дереализация. Вот это вот все, оно меня просто убивало. Я не мог найти выход. Я ездил по всем этим клиникам, не мог найти никакого решения. И потом в определенный момент я просто как бы осознал и понял, что если не я, то никто. То есть это моя жизнь, всем похрен абсолютно на то, что со мной происходит. То есть только у меня есть шанс мне самому себе помочь. И вот так вот шаг за шагом из того состояния выросло все то, что сегодня мы имеем. И по факту, мне кажется, вообще по-настоящему все грандиозные открытия этого мира, это как бы вот внутренняя боль того человека, через которого он проходил. Только разница в том, что когда ты убрал вот эти последствия в виде зажимов, застрявших импульсов, вот этой психотравмы, то эта слабость становится силой. А вы сейчас, получается, с этой потенциальной силой находитесь в состоянии слабости, потому что она вас как бы ломает, она вас ограничивает, она вам навязывает неправильное поведение, как себя вести, то есть она отравляет вашу жизнь. Но если вы ее вылечите, убрав вот эту вот причину, которая в голову посылает сигналы, то получается у вас этот опыт и сам жизненный путь останется, а отравлять оно перестанет. И вот таким образом вы превращаетесь в сильного, харизматичного, бывалого, мощного человека, то есть в настоящую личность. Это и есть принцип построения личности. То есть у меня первое образование инженерное, я инженер по системам теплогаzoснабжения и вентиляции. Так вот, одно из важных, что мы там проходили, это различные металлы. И вот, например, та же самая углеродистая сталь, это сталь, которая является более как бы гибкой, она, понимаете, она сильнее держит нагрузку, она не ломается. А за счет чего? За счет того, что ее высокую температуру и как бы закаливают. Соответственно, она, можно сказать, прошла огромный стресс, огромные последствия, пережила их, и поэтому она стала более такой вот гибкой, которая может пережить сильные нагрузки, понимаете? Вот такой же принцип, такая же вот стержень внутри нас, углеродистой стали должен быть. Именно к этому я вас и веду, что это не что-то зло, за что мне, бедному, несчастному, это досталось, почему они со мной так все сделали, вот эти вот жертвенные все позиции. Это вообще ни к чему. Разговаривать, вспоминать нам это не надо. Мы имеем сейчас, мы имеем реализм. Мы имеем вот это знание, мы устраняем первопричину, и ты просто даже будешь рад тому, что ты все это пережил. Потому что я в прошлой серии вам рассказывал чуть-чуть свою судьбу, да, как я жил. То есть вообще, первые 20 лет, я не мог сказать, что это то, что я хотел от жизни. Это вообще не то.
Но если бы вы меня спросили, а хочешь ты сейчас это изменить, я бы сказал нет. Потому что именно эти 20 лет сделали меня вот Александром Российским. Создали мой вот этот стержень, внутренность, так как я себя ощущаю. А я как бы себя люблю, и я живу в мире с собой, в гармонии. Когда ты снимаешь зажимы, ты всегда в гармонии с собой, понимаешь? Очень сегодня, знаете, такой получилось как-то глубоко, в какой-то смысле философски. Мы затрагивали реально серьезную проблематику. Мы смотрели вглубь. Я надеюсь, очень надеюсь, что вам понравилось, и что вы как бы все больше и больше чувствуете как бы на моей стороне, что вы идете в сторону нейрофасциальной модели психологии человека, этого мира. Вы понимаете, что да, как бы вот же оно, вот так оно срабатывает. Почему тут такой абсурд? То есть вот эти вопросы, когда они появляются у вас, вы их можете задавать мне прямо в комментариях под роликом, я на них отвечаю на самые интересные. А самые-самые интересные я даже публикую в своем телеграме, в канале Свободного Человека. То есть прям ответы, вот скриншотик, ответ подробно. То есть это у нас, я как бы всегда с разумными людьми, я всегда в очень близком контакте. Если вы посмотрите мой канал, я отвечаю практически на каждый комментарий. И я блокирую только те, где происходит откровенная клевета, либо разжигание какой-то национальной, там, расовой ненависти и так далее. Все остальное, ради бога, мне все равно. То есть это ваша жизнь, от того, что вы это не принимаете или считаете чушью, это как бы ваше дело. Возможно, вы даже к этому еще созреете, поспеете и там когда-то через 5 лет придете. Уже не раз такое было, я вам честно скажу, уже не раз такое было. Прислали комментарии, что первый раз я столкнулся с вашим роликом 2 года назад. Тогда мне это показалось очень странно, я вообще не понимал и закрыл. А потом спустя время сейчас я открыл и думаю, ого, как это так, чем я думал и бла-бла-бла. То есть, каждый поспевает в свое время. Но я вам рекомендую поспевать вот сейчас, потому что это ваша жизнь, и у вас года не безграничны. И каждый вот такой вот день, в котором вы промучились от вот этого, от этого внутреннего состояния, это не тот день, в котором вы были счастливы, свободны и строили свое будущее, понимаете? То есть время — это один из главных ресурсов вообще нашего мира, это просто реализм. Поэтому будьте здоровы, берегите себя, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.